Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре тяжелый танк Германии, проходная прокачиваемая ветка 6 левела, вот, ВК-3601H. Мне танчик нравится, единственное, что в нем не нравится, это его подвижность. Вот. А давайте разбираться, почему у него такая подвижность и почему мне нравится, по сути, да. Вот. А предлагаю сходить сначала посмотреть бронирование данного агрегата. Погнали. Итак, вот наш ВК-3601H. Сайте сбоку желтый, спереди весь красный, наверное, брони куча. Ну, погнали. НЛД нижняя планка 170 в переведенке, она под хорошим углом, и система пишет рикошет. Попробуйте, пробей, что называется, да. Вот, НЛД в целом большое, просто огромное. Вот, и смотрите, вот здесь у нас, по-моему, эти траки нашлепаны, поэтому здесь 111, здесь 127. И как для тяжелого танка 6 уровня, это невероятно крепкая НЛД. А если передом выезжать на нем, играть не от борта, а от переда, еще подрамбануть, тут выходит уже все 150 и в этом районе. ВЛД у нас под сумасшедшим углом. Стрелять сюда будет только этому танку какой-то безумец, да, в переведенке 185 мм, система пишет рикошет. Далее, подбашенная рубка у нас 100 мм, она у нас практически под прямым углом, но даже 100 мм это себе вполне неплохо. Башня, основная бронеплита тоже сотка, как и подбашенная рубка, а вот маска орудия у нас закругленная. По центру сотка, то есть сотка, здесь сотка, а здесь 120, внизу тоже 128, то есть неплохая, в принципе, маска орудия, что-то там может даже атаковать. Вот, лючок 80 мм бронирования, что для 6 уровня тоже неплохо. Боковое бронирование 60. У нас нету щеки над гусеничной полки, поэтому этот танк просто идеально создан для танкования от борта. Кстати, через каток не бьется. Вот. Офигенно танкует, даже можно перекручивать, и еще перекручивать, и еще перекручивать. Ну, здесь уже начинает пробиваться. Вот. Вот так может танковать. То есть танк идеально для городских сражений. Погнали вон там. Вот, я не стал выкачивать вот эту пушку с маленькой альфой, с хорошим пробитием, там, с точностью, с хорошей ДПМ и все такое, потому что это все-таки тяжелый танк. И реализовывать частые выстрелы не всегда получится на тяжелом танке. Я рекомендую качать вот эту пушку. 220 альфа, 145 пробития основным, 194 голдой, заряжается чуть менее 7 секунд. ДПМ тоже 1900, 0.36 точность, хорошая точность, 2,3 время секунды заряжания. Вот, башни, что нам дает топовые башни? 80, 60, 60, 188 брони добавляет. И обзор, по-моему, добавляет. Да, и 10 метров обзора. Всегда качайте, никого не слушайте, даже на тяжелых танках топовые рации. У нас на стоковой рации дальность связи 310, на топовой 710. Более чем в 2 раза. Это вам позволяет стрелять по засвету ваших союзников. И по вашему засвету ваши союзники будут стрелять, тем самым приносить вам дополнительный ассист по засвету. Ну, блин. Здесь у нас двигатель 400 лошадей, здесь у нас 500, как минимум на 15% к подвижности вы можете рассчитывать, установив топовый двигатель. Скорость поворота шасси здесь тоже быстрее. У нас здесь 24, здесь, наверное, 20. Нет, 22. Но тоже пригодится. Причем, что вы без топовой, по-моему, шасси не сможете поставить топовую пушку. По полевой модернизации. Пополь я ее не качал на этом танке, но вам скажу, что нам здесь важно. Это вездеходная ходовая, танк медленный, нам нужно все, что связано с максимальной скоростью. Дальше открываем его параметры по огневой мощи, смотрим. У нас время сведения, точность, все неплохо. Я бы здесь либо ничего не качал, 35, 2,43. 2.19. Да, я бы здесь ничего не качал. И звукоизоляцию я бы точно здесь вкачал. Вот это факт.
Все, это касаемо полевой модернизации. По оборудованию здесь все просто. У нас вся свистопляска на этом танке идет через досылатель. То есть досылатель это самое важное оборудование, да, для этого танка. Поэтому досылатель и турбина. Турбина, как и досылатель, также важны для этой машины, потому что, ну, к сожалению, танк очень медленный. Он неплохо бронирован и поэтому очень медленный. Вот. А вот в первый слот, дающий дополнительный буст на выживаемость машины, да, вы ставите либо улучшенную закалку, либо вентилятор. Все. Это самое правильное оборудование для этой машины. Здесь либо закалка, либо вентиль. По снарядам. Основной снаряд у нас ББХ. Летит 773 не очень быстро, но в принципе играбельно. Скорость полета на голде здесь подкол почти косарь. Что прям... По снаряжению. Ремка, аптечка. Огнетушитель автоматический. Ну, я, как всегда, экипаж пересадил с топовой десятки. Десятки не переобучаю, не трачу голду. Поэтому я поставил себе доп. Паёк, чтобы хоть как-то нивелировать вот эти потери. Хотя это сделать сложно, как экипаж не переобучен. И я на обзоре сегодня для вас буду играть с экипажем инвалидом, да, к сожалению. Но я думаю, мне сильно это не помешает. Вот, экипаж у нас 5 членов экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком всем боевое братство. Дальше качаете, как показано в табличке. По УВН у нас все, в принципе, более-менее разумно. Минус 8. Это нормул. ХП у нас достаточное количество, 1320. По мобильности 54,5 вперед, 16 назад, чуть менее 13 лошадей на тонну. Я вам сразу скажу, что эту скорость максимальную, даже на турбине, он набирает только под бугор. По прямой он едет максимально, ну, 40 с небольшим. 54 ему по прямой даже с турбиной не набрать. Вот, по незаметности, тут все плохо, тяжелый большой танк. И по обзору 370 метров, и у нас штраф 28. Так было почти 400. По плюсам, минусам танка. Первое, по бронированию однозначно плюс, потому что броня здесь присутствует, и присутствует достаточно не слабая. Особенно от борта мы можем красиво танковать. Вот, по подвижности минус. По обзору, ну, плюс-минус, здесь он стандартный примерно обзор. Вот. Ну и, конечно, самая важная пушка. По УВНу все ровно, альфа хорошая, пушка достаточно точная, достаточно быстро заряжается, прям хорошая КД. Вот пушка здесь прям огонь. С такой пушкой можно творить грязь. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупать этот танчик, подергать за рычаги, посмотреть, как он играет с этими рендами. Погнали, ребят. Так, у нас обзор ВК-3601 H, тяжелый танк Германии, 6-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Вот такой вот красавец. Да. Попали мы в одноуровневый бой. Сейчас поедем крушить. Эх, подвижность только у него, по-моему, слабовато даже с турбиной. Вот без турбины он вообще не едет. От слова совсем. Такая вот подвижность. Какой-то у нас, наверное, опытный автовод такую позицию занял. Прям даже не первый раз тут играет.
Че, на перекатке будут танки? Нет. О, кто-то приехал. Александр Родионович Бородач. Я не растерялся, я же охранник. Ты нарик ты, что ли? Ну. Где? Насяйника! Привет! Сейчас без почки будет ездить. 3 рожка зарядил. Тра-та-та! Понятно вам или нет? Насяйника пришел! Что ты делаешь? Начал мне угрожать, что сейчас засует мне в жопу дудку. Шпили-выли делать будем. Вот так опустят ниже плинтусы. Молодой, горячий. Ну ёлки-палки. Чё, расколол? А хер там расколол. Ведь кто такие по жизни? Целуйте вашего тренера! Радуйтесь! Насяйника рача! Да, застрял! Их украли! Произошла кража! Александр Родионович Бородач. Бородач. Вот так опустят ниже плинтусы. Зацепили об землю! На! Принесли водку и чебуреки. Воюем как можем. Так. Тут ко мне в гости пришел Игорек. Насяйника! Тормозни привет! чуть-чуть. Как херанул этим электрошокером!
Да, Жорик Вартанов. Еще арта ее заберет. Я не растерялся, Бьет так, человек я на же 5 метров охранник. отлетает. Все нормально, засвет, настрел, что мы насрали прилично. Интересно, где ты 34-й? Начальника! Привет! Хорошо, хорошо, выполняю приказ. Вот тут поломали? Все. Скажем так, будет. 2200 дали, почти 500 насветили, сумма там 2600. Пойдет. Для 6-го левела я считаю нормально. Вот такой вот. Это танчик. Сойдет ведь? Сойдет, аппарат. Можно на нем что-то делать. Медленный, конечно, немного. Не, до мастера не дотянули. К сожалению. Но 4 фрага, второе место по урону. Сойдет. Прям реально сойдет. Так, ребята, пишите свои комментарии, как вам данный агрегат. Вот, на каком вы оборудовании катаете на этой тачке. Вообще есть она у нас в ангаре. Помните ли вы ее? Но я считаю, что без турбины этот танк вообще не играбелен. Вот, ну, досл. Все вокруг досла крутится и турбины. А вот в первый слот можете ставить либо закалку, либо вентиль. Вот, а по 4-бальной, по 5-бальной системе танк чуть-чуть не дотягивает, на мой взгляд, до 4. Тому мешает его подвижность. Реально. Прям подвижность мешает. Вот, а так в целом ничего. Играть можно. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Говорю, до скорых встреч. Пока в новых обзорах на нашем канале Индомита Вот. Пока-пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.